Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, даже с такой палитрой работали, но и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знаком с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold и Simli. Simli значит блестящие. Они, видите, как блестят. Так, смотрите, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлик. Вот, видите, ниточка металлическая. Нам здесь советуют производители. Сейчас покажу крючочек, смотрите. От 2 до 4, в зависимости от вашей плотности вязания. Сразу же, пока не забыл, назову вам цвет. Цвет 71. В принципе, передается на камеру как есть, но наверняка в оригинале немножечко более светло-сиреневым. Еще отдает оттеночком. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, вы в свою очередь берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, поэтому пробуйте из летней, из демисезонной, из зимней. Самое главное, правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Точно так же берете моточек, читайте аннотацию и подбираете крючок. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества, все видно, все понятно. Поэтому, кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Так? А кто еще не умеет, повторяйте за руками, но обязательно прослеживайте. Мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали элемент, посмотрели в схемку. Так вы самостоятельно научитесь работать в дальнейшем с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, это 36 будет петелек. И еще 3 дополнительные петельки, ну, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. И при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 39 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я сделаю вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Новички тоже повторяйте, потому что в начале вы можете запутаться в воздушных петельках, а в столбиках не запутайтесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Первые 3 петельки воздушные — это имитация столбика с накидом. Идем дальше. Накид. По порядку следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же по 2 петельки столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете аккуратненько, не торопясь, в каждую петельку цепочки. Процесс будет чуть-чуть медленный, чем вообще вязание всего узорчика. Но это так всегда. И у новичков, и опытных мастериц. Опытные мастера можете подтвердить в комментариях. Мы провязываем так полностью всю цепочку. Сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек в цепочке. Вот у меня 39 петелек в цепочке. Значит, мне должно быть 39 столбиков с накидом. Ничего сложного. Да? Все. И вот так вот шагаете. Не забывайте, что первые 3 петельки вы тоже считаете, тоже столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. Несложно у вас получится. А в конце ряда встретимся. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики.
все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь делаем, смотрите внимательно, 2 накида. 1, 2. И вот по порядку в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это столбик с 2 накидами. Видите, какие невысокие получаются. Еще раз. 2 накида. И в следующий по порядочку столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2, 2, 2 петельки. Вот у нас получается вместе с петельками подъема 3 столбика с 2 накидами. Идем дальше. Для начала делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 накида. Возвращаемся к основанию, где мы начинали провязывать наши воздушные петельки. И захватываем, получается, вот таким вот образом 2 петельки, видите? Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, стоп. Держим на крючке. Еще раз. 1, 2. 2 накида. Сюда же опять же вернулись, вытянули ниточку и провязываем точно так же 2 петельки, 2 петельки, стоп. Видите, у нас уже 3 петельки на крючке. Дальше опять 2 накида, вернулись сюда же, точно так же вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. Подтяну одну ниточку, вот 4 петельки на крючке. Держим, не провязываем. Дальше смотрите внимательно. 1, 2 накида. Теперь переходим на наши самые первые столбики, вот этот первый ряд, и отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. За 5 за верхушечку взялись, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Тоже держим на крючке, не провязываем. 1, 2 накида. Еще раз точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Третий раз. 1, 2. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, по 2 петельки 2 раза провязали, держим на крючке все петельки. И последний раз. 1, 2. Нырнули, вытянули, по 2 петельки 2 раза провязали, держим на крючке. По итогу, смотрите, у нас с вами 4 петельки с этих столбиков, 4 петельки с этих столбиков. Итого 8. И вот только теперь мы все вместе их аккуратненько за один раз провязываем и обязательно зафиксировать. Вот что в итоге у вас должно получиться. Угу. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Точно так же 2 накида. Возвращаемся сюда же. Вот в основании наших, получается, петелек. Беремся за первую петельку и вот за центральную. Вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. 2 накида. Точно так же опять вернулись, взялись за 2 петельки. Основание центральное. Вытянули ниточку. Так, поправлю сейчас ниточку. Провязываем 2 петельки, стоп. 1, 2 накида и 4-й раз точно так же взялись за основание и за центр, основание и центр. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Теперь смотрите внимательно. Мы с вами провязываем 4 петельки вместе, раз, и обязательно зафиксировали. Вот таким вот образом у нас получается. Дальше что мы делаем? 2 накида, пропускаем 4 столбика вот эти у основания, 1, 2, 3, 4, и в 5-й столбик провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, следующий столбик, еще один столбик с 2 накидами, и следующий столбик, еще один столбик с 2 накидами. Видите?
То есть в самом начале у нас 3 столбика, провязали вот такой вот полуцветочек и опять 3 столбика. Угу. Дальше идет повторение. Опять провязываем вот эти лепесточки. Итак, для начала 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 накида. 1, 2. Возвращаемся к основанию наших вот петелек. Беремся вот так вот с 2 петельки. Вытягиваем ниточку и провязываем не до конца столбик с 2 накидами. Держим на крючке. 1, 2. Вернулись сюда же. И опять провязываем по 2 петельки не до конца, держим на крючке. И 4 раз. То есть каждый лепесточек у нас будет состоять из 4 столбиков с 2 накидами. Все, держим на крючке. Дальше 1, 2 накида, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, в 5 нырнули. И точно так же набираем 4 столбика с 2 накидами, но провязываем не до конца. 1, 2, сюда же 2, 2, стоп. 1, 2, сюда же по 2 петельки, 2, 2, стоп. И 4 раз. 1, 2, вернулись сюда же и провязали 2 петельки, стоп. Теперь все 8 петелек провязываем за один раз аккуратненько. Раз. И обязательно зафиксировали, чтобы наши столбики никуда не разбежались. Вот 2 лепесточка готовы. Делаем третий. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Вот, возвращаемся, получается, к основанию наших петелек и к центральной петельке. Так, основание затянула. Сейчас. И центральная петелька. Провязываем по 2 петельки, но не до конца. Помните, да? 2 петельки, стоп. Держим на крючке. 1, 2. Сюда же опять вернулись. Вытянули ниточку. И провязываем 2 петельки, стоп. 4 раз. 1, 2. И последний раз вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки, стоп. Теперь все петельки вместе провязали за раз и обязательно зафиксировали. И точно так же переключаемся. 1, 2, 3, 4 столбика пропустили и в 5 провязываем столбик с 2 накидами. Поняли, да? Опять 2 накида, следующий столбик с 2 накидами. 2 накида, следующий столбик с 2 накидами. Все, и вот так вот чередуете столбики, лепесточки до конца ряда. Угу, не сложно? Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши лепесточки, столбики. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть 3 столбика у нас получается с 2 накидами. 1 столбик, 2 столбик. И последний столбик 2 накида. Помните, здесь сделали 3 петельки подъема в предыдущем ряду? Вот за 3 петельку как раз и провязываем 3 столбик с 2 накидами. Все, наш ряд закончен. Идем дальше. Опять 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Имитация столбика с 2 накидами. Поворот. 2 накида. И теперь будьте внимательны. Смотрите, как мы провязывать будем сейчас столбики. Вот наш столбик. Мы беремся не за верхушечку, а смотрите, захватываем таким вот образом сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И теперь провязываем по 2 петельки до конца. 2, 2, 2. Получается, у нас столбик будет называться рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. 2 накида, следующий столбик точно так же. Захватываем сзади наперед, столбик перед крючком и вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот. Он такой вот немножечко объемный. Когда вырастет узорчик, рельефные столбики, вы увидите, как они подчеркивают изюминку узорчика. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2, 2 накида. И вот центр наших лепесточков. Мы этот центр ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп.
2 накида сюда же опять нырнули, вытянули ниточку и по 2 петельки. Раз, два, стоп. 2 накида, третий раз сюда же. 2 накида, четвертый раз сюда же. Формируем еще один лепесточек. Так. И вот теперь мы провязываем все петельки на крючке за один раз вместе. Оп. И обязательно зафиксировать. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Теперь будем с этой стороны формировать еще один лепесточек. 2 накида. Ныряем в центр наших лепесточков. И провязываем по 2 петельки. Раз. Первый столбик. Точно так же по 2 петельки. Второй столбик. Точно так же третий и четвертый. Теперь формируем наш лепесточек. Провязали все петельки вместе за один раз аккуратненько. Сейчас. Раз. И обязательно зафиксировать, чтобы наши столбики не разбежались. Вот у нас получается вот такой вот, видите, цветочек. Дальше, здесь будьте внимательны. Здесь делаем одну воздушную петельку. Переключаемся на наши столбики. И они у нас все будут рельефные лицевые столбики с 2 накидами. 2 накида. Опять захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. Здесь у нас мы провязываем до конца. Так. 2 накида. Следующий столбик точно так же захватываем. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки до конца. 2 накида и следующий столбик рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот что по итогу у нас получается. Дальше будет у нас повторение, да, то есть дальше будет цветочек. Вот наши столбики, довязали цветочек, столбики, довяжем цветочек, столбики, цветочек и так далее. Давайте еще раз цветочек провяжем вместе, чтобы все было понятно. Угу. Итак, для начала делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И формируем первый лепесточек. 2 накида. Ныряем в центр наших лепесточков. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида. Нырнули в центр. Провязали опять по 2 петельки. Сейчас, секундочку. 2 накида. Аккуратненько в центр. Захватываем ниточку по 2 петельки. Держим на крючке. Раз, два накида. Третий раз. И раз, два, четвертый раз. Теперь все петельки провязали. Обязательно зафиксировали. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида. И делаем последний лепесточек. В центр нырнули и провязываем по 2 петельки. Раз, 2 накида. Провязываем по 2 петельки. 2. 2 накида. Провязываем по 2 петельки. 3. И последний раз 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Цветочек очередной готов. Дальше 1 воздушная петелька. И вот к нашим столбикам присоединяемся рельефными лицевыми столбиками с 2 накидами. Все, то есть дальше только повторение, ничего сложного. Рельефные столбики лицевые, как провязывать, вы знаете. И вот третий столбик. Угу. Все, дальше самостоятельно провязывайте, ничего сложного, у вас получится. Давайте встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот что у нас получилось. Наши цветочки, столбики. Заканчиваем мы ряд рельефными лицевыми столбиками с 2 накидами. Первый и второй будут рельефные, а последний будет просто обычный. Мы его присоединили к 4 петельке подъема. Помните, 4 петельки здесь было? Вот, все, обычный столбик провязали. Идем дальше. 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот.
Наша с вами задача точно так же провязать здесь рельефные столбики, только в данном случае столбики будут рельефные изнаночные. Я вам сейчас покажу. Итак, 2 накида, захватываем столбик, смотрите, спереди назад, столбик за крючком, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 2 накида, третий столбик точно так же спереди назад, столбик за крючком и провязываем по 2 петельки до конца. Вот так вот выглядят рельефные изнаночные столбики. Видите, как бы линия такая горизонтальная, видно сразу же. А с лицевой стороны, это у нас будет лицевая сторона, все рельефные столбики выглядят одинаково. Видите? Все, идем дальше. Дальше ничего сложного, все то же самое, что мы провязывали в самом первом нашем ряду. То есть делаем 3 лепесточка. Для начала 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Возвращаемся к основанию наших петелек. Захватываем вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. 1, 2 накида. Сюда же вернулись. Вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. И последний раз точно так же набираем столбики для будущего лепесточка. 2 петельки, стоп. Теперь все петельки держим на крючке, так, идем формировать следующий лепесточек. Следующий лепесточек у нас будет вот между 2 лепесточками предыдущего ряда. Вот видите, это арочка. Если есть возможность, да, то провязывайте в петельку. Если нет возможности, провязывайте в арочку, но лепесточек не будет такой как бы сильно красивый. Но пробуйте. Итак, 2 накида, в петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида, сюда же 2 петельки, стоп. Третий раз. И 4-й раз. Теперь все петельки на крючке провязываем вместе за 1 раз. Раз. И обязательно зафиксировать. Угу. Видите? Если зрение, крючок и пряжа позволяют, провязывайте в петельку. Если нет, провязывайте в арочку. Угу. Не ломайте глаза. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида, возвращаемся вот к нашей, получается, первой воздушной петельке, захватываем ее аккуратненько и центральную петельку, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида, опять сюда же вернулись и точно так же 2 петельки, стоп, 2 накида и опять сюда же. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки вместе и зафиксировали. Все, теперь перепрыгиваем на наши столбики рельефные. Помним, да, что в этом ряду все столбики рельефные и изнаночные. Давайте повторим еще раз. Накид, захватываем спереди назад, столбик за крючком, вытягиваем ниточку. Так, 2 накида, 1, 2. Захватили столбик, вытянули ниточку и провязали полностью до конца столбик рельефный изнаночный с 2 накидами. 1, 2. Точно так же. Вот 2 петельки провязали до конца ряда. И последний столбик. Вот так рельефные столбики, видите, выглядят как бы горизонтальная линия. Сразу видно. На лицевой стороне вот наш рельефный столбик. Видите, они все будут одинаково выглядеть. Все выпуклые. Все. И вот наш формируется еще один цветочек. Все, ничего сложного. Все то же самое вы повторяете, как и в первом ряду. Единственное, что столбики рельефные, изнаночные. А так все то же самое, вы справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали наши лепесточки. Готовится цветочек. Помним, да, что здесь рельефные столбики у нас изнаночные.
первый, второй столбик провязали. Последний столбик, как мы заканчиваем ряд, он у нас просто обычный столбик. Мы его присоединяем к 4 петелькам подъема. Идем дальше. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И вот видите наши рельефные столбики. Видите, они все одинаковые, и они все выпуклые. То есть это рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Провязываем 2 накида. Вспоминаем. Вот так вот сзади наперед крючок. Получается столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик тоже будет у нас рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Все, то есть мы с вами продолжаем рельеф. Видите? Все. Это единственная особенность данного узорчика, чтобы вы не запутались, что рельефные столбики в одном ряду лицевые, а в другом изнаночные. И все. Дальше точно так же продолжаем вязать по схемке. То есть вначале у нас 2 воздушные петельки. 1, 2. И довязываем наш лепесточек. Наш цветочек, 2 лепесточка. Итак, в центр листочков нырнули и набираем наши столбики. Столбики у нас с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Второй раз сюда же по 2 петельки, стоп. Третий раз сюда же по 2 петельки, стоп. И четвертый раз сюда же по 2 петельки, стоп. Теперь все петельки провязали вместе, зафиксировали. Так, вот 4 лепесточка, и будем сейчас делать 5-й. Для начала 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Опять в центр лепесточков наших нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, стоп, не до конца держим на крючке. Второй раз. Третий раз. И 4-й. Теперь все петельки провязали вместе и зафиксировали. Здесь мы делаем 1 воздушную петельку. И дальше наши столбики, помним, да, в этом ряду они у нас рельефные, лицевые. Вот таким вот образом взяли и провязываем. Все, и мы с вами, получается, уже полностью провязали раппорты нашего узорчика. Так, уточнили, что у нас буквально ряды будут отличаться только лишь рельефными столбиками. Вот так вот такая будет красота. То есть с одной стороны у нас будут друг с дружкой стоять цветочки, а с другой стороны рельефные столбики. Как вам? Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет очень симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков. Вот у меня такая лицевая сторона, цветочки, столбики, все ровненько, аккуратненько. Изнаночная сторона, то есть узорчик будет односторонним. Цветочки красивые, видите, рельефные столбики, изнаночные. В любом случае все аккуратно, не стыдно показать, правильно? Возможно, это кофточка, возможно, это палантин, возможно, накидка. Возможно, это летний кардиган. Опять же, смотря какая пряжа. Если будете брать пряжу потолще, поплотнее, возможно, это у вас будет, так скажем, узорчик по-другому заиграет. Поэтому пробуйте, обязательно экспериментируйте, берите любые ниточки. Если это будут летние ниточки, то это, получается, будут летние топики, маечки. Да? Как вам? Из моей пряжи узорчик вот так вот чуть-чуть тянется. И вот так вообще не тянется. На будущее я бы хотела, например, сделать каким образом? Столбики здесь провязывать именно рельефные, не с 2 накидами, а с 3. Мне кажется, немножко как бы затягивает узорчик. Так бы он немножечко бы раскрылся побольше. Цветочки бы были бы так вот как бы раскрылись тоже. Ну, пробуйте, вяжите. Возможно, можно поменять просто крючок, да, либо же столбики сделать чуть повыше. Опять же, когда вы поймете принцип узорчика, вы количество столбиков можете либо уменьшать, либо увеличивать. У вас здесь может быть столбиков не 3, а 5, 7, 10, да, то есть в зависимости от того, как вы хотите сделать ваше изделие. Вот такая красота. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 39 воздушных петелек. Давайте представим, что моя рука, моя плотность вязания, да, мой крючок, у всех все по-разному будет. Поэтому обязательно вяжите образцы свои.
у меня это получается, ну вот, практически 18 сантиметров, 17,5 точно. И здесь получается, там, где столбики, размер чуть поменьше. Давайте замерим. Здесь получается у меня 11 сантиметров. А там, где цветочки, они чуть будут повыше. Получается вот 12. То есть разница в сантиметр. Вот так вот. Либо вы можете, когда будете вязать, допустим, да, например, там летняя маечка, топик, то вы можете перевернуть вот таким вот образом. И краешек у вас будет низ, видите, будет неровный. Обвяжете столбиками без накида, либо рачьим шагом, либо будете выравнивать, одинаковую высоту делать таким вот образом. То есть здесь просто провяжете обычный столбик, а здесь рельефные столбики повторите. Обычный столбик, рельефный, обычный, рельефный. И все, и у вас высота получается, край ваш выровняется. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.